Всем привет! Ни для кого не секрет, что небольшой рюкзачок – это очень удобно. Думаю, именно поэтому они стали так популярны и среди детей, и среди молодежи. Приобрести в магазине такой рюкзачок сейчас проще простого, но куда интереснее сшить его своими руками, получив взамен практичную, стильную, оригинальную и к тому же совсем недорогую вещь. И так как рюкзачок относится больше к спортивному стилю, шить я его буду из старых джинсов. Оставайтесь со мной, и я подробно расскажу и покажу, как я это делала. Для пошива рюкзака мне потребовалось старые джинсы небольшого размера, так как рюкзачок у меня маленький, подкладочная ткань, изолон по размеру дна рюкзачка, декоративный шнурок длиной примерно чуть больше метра, одна большая кнопка, а также ножницы, швейная машинка, сантиметровая лента, булавки, игла и нитки. Начну работу я с подготовки джинсов. В первую очередь мне нужно раскроить самую большую часть рюкзачка. Это его основа. Основа моя будет размером 640 на 360 миллиметров. Не забывая при этом оставлять припуск на подгиб. Примерно по 1 сантиметру с каждой стороны. Кусок ткани получается достаточно большой, поэтому я его сделаю сшивным из 4 частей. Кроить его я буду из 2 джинсовых штанин. Для чего штанины я отрезала от джинсов, отрезала от штанин все швы и раскроила 2 полотна размером 640 на 180 миллиметров, плюс припуски на подгиб. Затем сложила оба полотна лицевыми сторонами друг к другу, по длинной стороне заколола булавками и отстрочила на машинке. Булавки вынула, швы разутюжила. Чтобы мой рюкзачок не перекосило, долевая нить и сшивная строчка должны располагаться вертикально. И чтобы вставить донышко для объемности рюкзачка, мне нужно мое полотно сложить вдвое и разрезать пополам. Обе боковые части рюкзачка я также отстрочу на машинке, предварительно сложив оба полотна лицевыми сторонами друг к другу и заколов булавками сшивные стороны. Затем швы также разутюжу. Теперь отложу основу рюкзачка на время в сторону и займусь раскроем остальных частей. С верха джинсов я аккуратно отрежу один карман. С 3 сторон я отрежу его под самую строчку, а с верхней части кармана оставлю 2 сантиметра на подгиб. Затем из одной штанины мне нужно раскроить и вырезать 2 длинные лямки размером 620 на 60 миллиметров, плюс припуски на подгиб. А из другой штанины раскрою и вырежу донышко размером 270 на 100 миллиметров, плюс припуски на подгиб. И ручку для рюкзачка размером 300 на 60 миллиметров, также плюс припуски на подгиб. А из передней верхней части джинсов, там где штанина пошире, я раскрою 2 части крышки рюкзачка. Размером она будет 190 на 170, плюс припуски на подгиб. Кстати, если вы шьете рюкзачок из джинсов стрейч, то лямки, ручку и крышку рюкзака лучше всего проклеить флизелином. Далее я беру кусок изолона и выкраиваю из него донышко для сумки. Почему именно изолон?
Мне он очень нравится. Он очень хорошо держит форму, при этом не ломается, и с ним сумки можно легко стирать. Он не деформируется. Все части рюкзачка раскроены, и я буду их сшивать. 2 лямки и ручку рюкзачка я сложу пополам лицевыми сторонами внутрь. И по длинной стороне заколю булавками и прострочу. Также сложив лицевыми сторонами внутрь крышку рюкзачка, я прострочу по изнаночной стороне его с 3 сторон, оставив свободным верх крышки. Вывернув на лицевую сторону лямки, ручку и крышку рюкзака, я их тщательно отутюжу. И по лицевой стороне, по краю, на всех деталях я пущу декоративную строчку. Отрезанный от джинсов кармашек я приколю булавками на лицевую сторону рюкзачка, располагая его чуть ближе к донышку, и пристрочу его на машинке, подгибая при этом верх кармана. И попадая при этом цветом и иголкой в строчку кармана. Верх рюкзака я подверну на изнаночную сторону на ширину примерно 2 сантиметра и приколю булавками. Затем тщательно отшпарю. В этот подгиб будет вставляться шнурок для затягивания рюкзачка. Джинсовое донышко я приколю булавками к низу рюкзака, вставив при этом между дном и основой рюкзака 2 лямки, располагая их ближе к краям рюкзачка. Я аккуратно пристрочу донышко к рюкзачку, усиливая строчку в тех местах, где пришиты лямки. Все отстроченные швы я тщательно разутюжу. И вставив в рюкзачок изолоновое дно, я зафиксирую его ниткой с иголкой вручную по кругу, чтобы оно никуда не смещалось. Дошла очередь до подкладки рюкзачка. Раскроив ее по размерам основы рюкзака из любой подходящей ткани. У меня взята бязь. Я прострочила ее на машинке по изнаночной стороне, с боковых сторон и снизу. Вставляю отутюженный подклад в рюкзак, изнанка к изнанке. Далее на середину верха спинки рюкзака я приколю булавками крышку, не забывая вставить при этом между крышкой и рюкзаком 2 лямки и ручку рюкзачка. Все прикалываю булавками. И вот теперь очень аккуратно я пристрачиваю на машинке верхний подворот рюкзака, вставив при этом в него верхнюю часть подкладки и усиливая строчку в тех местах, где крепится крышка рюкзака, лямки и ручка. Не забывая при этом оставить отверстие для выхода шнурка спереди рюкзака. Чтобы крышка не болталась, фиксирую ее сверху рюкзака еще одной строчкой. Рюкзачок практически готов, остались одни детали. Пришиваю большую кнопку в месте крепления крышки к рюкзаку. Чтобы крышка рюкзака не болталась, она будет крепиться к рюкзаку большой кнопкой. И я пришиваю одну половину кнопки к крышке рюкзака, а вторую к его основе. Чтобы спрятать на лицевой стороне швы от пришивания кнопки, я на это место вручную аккуратно пришиваю кожаный патч, слегка уменьшенный мной по размеру. Вставляю декоративный шнурок вверх рюкзачка, и все. Им можно пользоваться. На мой взгляд, рюкзачок получился довольно милый. И шьется он
Как вы убедились сами, очень просто, при минимум затратах. Надеюсь, мое видео оказалось полезным для вас. Буду очень рада, если вы подпишетесь на мой канал и, нажав на колокольчик, не пропустите последующие видео. А на сегодня я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока-пока.